Когда я впервые увидел сфинкса, мне показалось, что он не просто стоит здесь тысячи лет, а охраняет какую-то страшную тайну. Официальная история говорит, что он был построен по приказу фараона Хафра более 4000 лет назад. Но что, если эта дата ошибка? Есть ученые, которые утверждают, что возраст сфинкса не менее 10 тысяч лет. Его тело покрыто следами сильной эрозии, похожей на повреждения от воды. Но как такое возможно, если пустыня Сахара — это одно из самых засушливых мест на планете? Оказывается, в древности здесь могли быть мощные дожди, но они шли задолго до расцвета Египта. Если сфинкс намного старше, чем пирамиды, то кто же его построил? И почему никто не хочет пересмотреть историю? Секрет под лапами сфинкса. Вы когда-нибудь задумывались, что находится под сфинксом? Долгое время археологи избегали этого вопроса, но технологии не стоят на месте. В 90-х годах с помощью георадаров обнаружили загадочные пустоты и тоннели прямо под лапами сфинкса. Некоторые исследователи считают, что там спрятаны древние тексты, которые могут перевернуть всю историю человечества. Но вот загадка, никто до сих пор не раскопал эти камеры. Египетские власти запрещают исследования, а тех, кто слишком много интересуется, просто не пускают к памятнику. Что там скрывается и почему это держат в тайне? Пирамиды, внеземные технологии. Представьте себе, каменные блоки весом по несколько тонн подогнаны друг к другу с точностью до сотых долей дюйма. А теперь задумайтесь, египтяне не имели металлических инструментов, способных резать гранит. Современные ученые до сих пор спорят, как они смогли этого добиться. Есть даже гипотеза, что строители использовали некий антигравитационный механизм, который позволял поднимать блоки в воздух. Звучит фантастически, но это объяснило бы многие загадки строительства пирамид. Например, почему блоки находятся на огромной высоте, куда их невозможно поднять даже с помощью современных кранов? Может, египтяне владели технологиями, о которых мы даже не догадываемся? Исчезнувшие тексты. Знаете ли вы, что египтяне оставили нам огромное количество надписей на стенах храмов и гробниц? Но есть одна странная деталь. Ни в одном тексте не сказано, как именно строились пирамиды. Мы знаем о богах, о битвах, о жизни фараонов, но нигде не объясняется, каким образом возводились эти колоссальные сооружения. Почему? Возможно, это была тайна, доступная только избранным, или эти знания были настолько опасными, что их специально уничтожили. В 19 веке несколько исследователей упоминали о старинных свитках, в которых говорилось о строительстве пирамид, но все они таинственным образом исчезли. Что, если эти тексты открывали правду, которую кто-то не хочет, чтобы мы узнали? Проклятие фараонов. Вы наверняка слышали истории о проклятии фараонов. Когда археологи вскрыли гробницу Тутанхамона, многие из них вскоре погибли при странных обстоятельствах. Скептики утверждают, что это всего лишь совпадение или воздействие древних бактерий. Но есть и другая теория, что в пирамиды и гробницы закладывали некие энергетические ловушки. Древние египтяне верили в магию и загробную жизнь, а значит, могли использовать технологии, о которых мы даже не подозреваем. Что если проклятие — это не просто миф, а реальный механизм защиты древних знаний? И возможно ли, что тайные артефакты внутри пирамид несут в себе неизвестную силу? Секреты Великой пирамиды. Великая пирамида Гизы — это не просто гробница. Ее строение настолько сложное, что даже современные инженеры не могут объяснить, как древние египтяне смогли создать нечто подобное. Например, в пирамиде есть узкие шахты, которые ведут никуда. Они направлены на определенные звезды, но их назначение остается загадкой. Еще одна аномалия — уровень радиации внутри пирамиды. Некоторые исследователи утверждают, что она могла служить древней энергетической установкой. Это объяснило бы рассказы древних греков о силе богов, которые владели египетские жрецы. Может, Великая пирамида — это нечто большее, чем просто гробница? Как египтяне поднимали многотонные блоки? Представьте себе блок весом в несколько десятков тонн. Теперь попробуйте поднять его на высоту сотен футов без современных кранов. Абсурдно, не так ли? Однако пирамиды построены именно так. Официальная наука говорит, что египтяне использовали деревянные катки и пандусы. Но есть проблема, таких пандусов просто не могло быть. Они бы были длиннее самой пирамиды и потребовали бы больше ресурсов, чем ее строительство. Есть версии, что древние знали секрет антигравитации, а может, использовали мощные звуковые волны для левитации камней. В конце концов, как объяснить идеальную подгонку этих блоков, которую даже современные технологии не могут повторить? Что скрывают современные археологи? Если кто-то найдет артефакт, который переворачивает историю, как вы думаете, его покажут миру? В 90-х годах в одном из скрытых туннелей пирамиды нашли дверь с медными ручками. Это абсолютно не вписывается в официальную версию истории, ведь медь в Древнем Египте использовали только для инструментов, а не для декоративных элементов. Однако через несколько лет дверь оказалась исчезнувшей, а информация о ней резко прекратилась. Неужели археологи что-то скрывают? Может, в пирамидах есть нечто, что полностью меняет наши представления о древнем мире? Почему пирамиды находятся именно здесь? Вы задумывались, почему египетские пирамиды построены именно на плато Гиза?
Может показаться, что это случайное место, но если посмотреть на карту, выясняется кое-что интересное. Расположение пирамид точно совпадает с расположением звезд в созвездии Ориона. Но это еще не все. Если соединить точки между древними сооружениями по всему миру, включая пирамиды Майя, Стоунхендж и некоторые храмы в Азии, можно увидеть странную закономерность. Это может быть просто совпадение, но что, если древние цивилизации обладали знаниями, которые мы потеряли? Звездные карты Древнего Египта. Древние египтяне поклонялись богам, которые, по их словам, пришли с неба. Но что, если это не просто миф? Многие изображения в древних храмах показывают странные символы, напоминающие летательные аппараты. Более того, египтяне знали точное расположение звезд с невероятной точностью, даже тех, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. Как они могли это знать без телескопов? Возможно, им помогали загадочные боги, или же они унаследовали эти знания от более древней цивилизации. Сфинкс и затерянная цивилизация. Что если сфинкс — это не просто древний монумент, а последний след утраченной цивилизации? Некоторые исследователи утверждают, что его лицо изначально выглядело совсем иначе, более пропорционально, возможно, даже с чертами льва. Это значит, что оно могло быть изменено позднее, чтобы придать сходство с фараоном. Но кто построил оригинальный сфинкс? Если его возраст действительно превышает 10 тысяч лет, то он мог быть создан задолго до Древнего Египта. Быть может, это следы потерянного народа, который обладал знаниями, исчезнувшими вместе с ним. Мумии с аномальными черепами. В Египте находили мумии с удлиненными черепами, которые не похожи на обычных людей. Конечно, официальная наука объясняет это практикой искусственного удлинения головы, но есть одна странность. В некоторых черепах структура костей отличается от человеческой. Внутренний объем их черепов больше, чем у обычных людей, а швы, соединяющие кости, вовсе отсутствуют. Это значит, что такие черепа не могли быть изменены искусственно. Возможно ли, что это останки представителей другой расы, о которой мы ничего не знаем? Или это доказательство существования древних гибридов? Пирамиды, которые нельзя объяснить. Пирамиды Египта не единственные загадочные сооружения на планете. В Китае есть пирамиды, которые засыпаны землей и запрещены к изучению. В Боснии обнаружены структуры, напоминающие пирамиды, которые излучают непонятную энергию. В Мексике, Перу, Индонезии повсюду есть пирамиды, и многие из них старше египетских. Но если эти цивилизации не контактировали друг с другом, почему они строили одинаковые сооружения? Может, все они следовали знаниям более древней, глобальной цивилизации, которая исчезла с лица Земли? Древние египтяне и электричество. Считалось, что древние египтяне не знали электричества, но есть странные изображения в храме Дендеры, которые показывают объекты, напоминающие гигантские лампы. В них можно разглядеть змеевидные нити накала, похожие на современные лампы накаливания. Более того, в некоторых гробницах нет следов копоти, хотя они якобы освещались факелами. Тогда как же египтяне видели в полной темноте? В некоторых местах были найдены остатки странных сосудов, которые могут напоминать простейшие электрические батареи. Если египтяне действительно знали электричество, кто им дал эти знания? Операции в Древнем Египте. Археологи находили черепа с идеально выполненными трепанациями, сделанными с ювелирной точностью. В некоторых останках есть следы сложных хирургических вмешательств, которые невозможны без передовых знаний в медицине. Еще более странно, что некоторые пациенты выживали после этих операций, что подтверждается зажившими костями. Как египтяне могли делать сложные медицинские процедуры за тысячи лет до современной хирургии? Возможно, у них были знания, которые потом были утеряны. Или же эти технологии пришли откуда-то извне. Связь с Атлантидой. Могли ли египтяне быть наследниками великой утраченной цивилизации? Древнегреческий философ Платон писал об Атлантиде, высокоразвитом государстве, которое исчезло тысячи лет назад. Некоторые исследователи считают, что выжившие атланты могли переселиться в Египет и передать свои знания жрецам. Есть странные совпадения. Архитектура, таинственные тексты о богах, пришедших из-за моря, и знания о звездах, которыми не могли обладать примитивные племена. Если это правда, то пирамиды — это не просто гробницы, а наследие цивилизации, погибшей в катастрофе. Возможно, именно поэтому египтяне так трепетно хранили свои тайны. Кем был сфинкс на самом деле? Сфинкс — одна из самых загадочных статуй в мире. Но если присмотреться, его голова кажется слишком маленькой по сравнению с телом. Некоторые ученые считают, что изначально у него было совсем другое лицо. Возможно, это была голова льва, а затем ее переделали, чтобы придать схожесть с фараоном. Но зачем менять его внешний вид? Может, из-за того, что он был гораздо древнее египетских царей? Или же истинное лицо сфинкса скрывало что-то слишком важное, чтобы оставить его в первозданном виде? Что скрывают военные в Египте? Около пирамид есть закрытые для туристов зоны, куда никто не имеет доступа. Особенно это касается районов вокруг сфинкса и туннелей, ведущих под него. Более того, в 90-х годах египетские власти внезапно прекратили исследования под Великим Сфинксом, хотя там были найдены странные пустоты. Если там действительно ничего нет, зачем же так тщательно скрывать раскопки? Может быть, там находятся артефакты, способные перевернуть историю, или египетские власти боятся, что правда о древних цивилизациях станет достоянием общественности?
части. Пирамиды как машины времени. Некоторые исследователи считают, что пирамиды могли быть не просто гробницами, а устройствами для воздействия на пространство и время. Например, определенные частоты в помещениях пирамиды вызывают странные ощущения, а компасы внутри ведут себя непредсказуемо. Что если египтяне использовали пирамиды как порталы или энергетические установки? Или, возможно, пирамиды могли влиять на сознание и давать жрецам доступ к знаниям, которых у обычных людей не было? Может быть, их истинное предназначение до сих пор остается неразгаданной тайной? Почему нам не рассказывают истину? Почему официальная наука отказывается пересматривать историю Древнего Египта? Почему так много открытий скрывают или игнорируют? Исследователи, которые предлагают альтернативные теории, часто сталкиваются с давлением со стороны академического мира. А некоторые древние артефакты, которые не вписываются в историю, просто исчезают. Может быть, есть нечто, что не должно стать известным? Или правда о прошлом человечества слишком невероятна, чтобы быть принята обществом? Почему пирамиды не могли быть гробницами? Официальная версия гласит, что пирамиды были гробницами фараонов, но вот странность, внутри них никогда не находили мумий. В отличие от традиционных гробниц в долине царей, где стены покрыты росписями и текстами о загробной жизни, внутренности пирамид абсолютно пусты. Там нет ни украшений, ни надписей, ни следов захоронений. Если пирамиды не были гробницами, то для чего же они тогда строились? Возможно, их настоящее назначение совсем другое, и официальная наука просто не хочет в этом разбираться. Секретные подземные города под Египтом. Вы знали, что под плато Гиза находится целая сеть подземных туннелей? Некоторые исследователи утверждают, что там могут скрываться целые города, о которых не говорит официальная история. В древних текстах есть упоминание о городе богов, который находился глубоко под землей. Еще более странно, что многие археологические находки, сделанные под пирамидами, внезапно оказываются засекреченными. Может, правительство Египта и мировые элиты скрывают что-то невероятное, что нам не положено знать? Гиганты в Древнем Египте. В некоторых древних египетских текстах говорится о великане по имени Шесеп-Анх, который обладал сверхчеловеческой силой и знаниями. А теперь самое интересное: в начале 20 века британские археологи якобы нашли останки гигантов около пирамид, но их срочно вывезли, и больше о них никто не слышал. На изображениях в древних храмах можно увидеть людей значительно выше обычных египтян. Может ли это быть доказательством того, что в древности существовали существа гораздо выше и сильнее людей, которые оставили свой след в истории? Тайна золотого колпака фараонов. Почему египетские фараоны носили странные высокие головные уборы? Некоторые исследователи считают, что это не просто украшение, а нечто гораздо более технологичное. В древних текстах говорится, что фараоны были богами на земле и могли общаться с высшими силами. Возможно, их головные уборы были чем-то вроде устройств для связи с иной реальностью или даже источником энергии, который давал им необычные способности. Почему пирамиды расположены так точно? Пирамиды Гизы расположены с невероятной точностью по отношению к сторонам света, их отклонение составляет доли градуса, что сложно повторить даже сегодня с нашими технологиями. Более того, если измерить расстояние между пирамидами, их пропорции и углы, они соответствуют математическим и астрономическим принципам, которые, казалось бы, не могли быть известны древним египтянам. Кто дал им эти знания? Или же пирамиды строились не египтянами, а гораздо более древней цивилизацией, которая обладала технологиями, потерянными для нас? Загадки великой цивилизации. Древний Египет – это одна из самых величайших цивилизаций в истории человечества. Но что сделало ее такой могущественной? Почему именно здесь, среди песков пустыни, родилась империя, пережившая тысячи лет? И что стало причиной ее заката? Все началось с реки Нил. Каждый год она разливалась, орошая землю и оставляя после себя плодородные почвы, идеально подходящие для сельского хозяйства. Благодаря этому египтяне не голодали и могли тратить время не только на выживание, но и на развитие архитектуры, искусства и науки. Со временем они создали мощную централизованную власть, во главе которой стоял фараон, живой бог на земле. На пике могущества Египет был самым передовым государством древнего мира. Здесь появились сложные инженерные сооружения, медицинские технологии, о которых мир узнал только спустя тысячи лет. Астрономические знания, которые до сих пор поражают ученых. Египтяне создали одну из первых систем письменности, разработали сложные методы математики, а их религия и представления о жизни после смерти оказали влияние на многие культуры. Но даже самая великая цивилизация не вечна. Причин упадка было много. Со временем власть фараонов ослабла, в стране начались войны за престол, а внешние враги становились все сильнее. Египет то и дело захватывали чужеземные народы. Сначала персы, потом греки, затем римляне. А когда пришли арабы, древняя египетская культура окончательно исчезла, уступив место новой эпохе. Однако Египет оставил миру наследие, которое пережило тысячелетия. Пирамиды, сфинкс, храмы Луксора, загадочные тексты, мифы о фараонах – все это напоминает нам о великой цивилизации, которая когда-то правила миром. И, возможно, далеко не все тайны Египта еще раскрыты.